Мне кажется, что почти все мои ровесники, особенно те, которые были знакомы со вселенной Звездных войн, рано или поздно сталкивались с такой серией, как Star Wars Battlefront. Я тоже с ней столкнулся, правда, я пропустил первую часть, и мое знакомство началось сразу со второй. Спустя почти 20 лет после выхода этой игры я решил исправить данную ситуацию, заодно посмотреть, как она играется в наше время. Всем геймерам привет, я Asphyxia Muse, и сегодня мы начинаем погружение в далекую-далекую галактику. Сейчас вы видели экран загрузки. Довольно прикольно выглядит в первый раз, во второй, может быть даже в третий, но в 10-й, 20-й, 30-й и далее он не надоедает, просто начинает бесить. Вот этот звук, невозможность пропустить эту анимацию, осознавая, что вообще-то игра на моем компе должна грузиться практически моментально. Да, с точки зрения оптимизации для того времени, а если быть точнее сокрытия факта загрузки необходимых ресурсов, это сделано блестяще. Однако, спустя 20 лет, когда данная игра способна загружаться моментально на большинстве компьютеров геймеров, ощущается то, как игра, подобно своим поведением, обесценивает мое время и желание играть. Но не будем о негативном, это было просто небольшое лирическое отступление. В первую очередь следует рассказать о геймплее. Геймплей в игре однообразен. В ней буквально присутствует один режим – превосходство. Карты просторные, на них присутствует техника, как наземная, так и воздушная. Играя в игру, осознаешь, что ее направленность была в первую очередь на мультиплеерную составляющую. И я даже представляю, насколько было здорово играть с реальными игроками, а не с ботами. Но в настоящее время мультиплеер в игре просто-напросто не работает. Ситуацию должен был исправить сборник с классическими частями Battlefront, где добавили ранее эксклюзивный контент некоторых платформ и сделали рабочий мультиплеер. Правда, смотря на отзывы в Steam, похоже, работающий мультиплеер сделать не удалось. Ну, сами знаете, забытые технологии древней цивилизации. Но рассмотрение ситуации со сборником требует отдельного видеоролика, поэтому возвращаемся к одиночному геймплею старой доброй классики. Играть предлагается на 16 картах, которые находятся на 10 планетах. Великим математикам быть не нужно, чтобы догадаться, что от некоторых планет представлено по 2 карты. Планеты и локации на них практически полностью взяты из фильмов оригинальной трилогии и дилогии приквелов. Да, именно дилогии, поскольку на момент выхода Battlefront месть ситхов еще не вышла. Впрочем, это не помешало разработчикам добавить 2 карты с Кашиика. Из новых планет, не показанных в фильмах, стоит отметить еще Ренвар, некий аналог Хота. А еще из интересных геймплейных моментов хочется отметить наличие третьих сторон на Татуине и Эндоре. На Эндоре за повстанцев будут сражаться эвоки, смерти которых не учитываются в тикетах, но которые худо-бедно убивают штурмовиков Империи. А на Татуине все интереснее. Если в Мойс Эйсле есть джавы, которые просто бегают и чинят все вокруг, то в пустыне есть тоскены, которые воюют сразу и с вами, и с вашими противниками, повышая накал сражения. Для беготни и пострелушек по вселенной Звездных войн представлено 5 классов. Название я давал сам, поскольку у всех фракций названия юнитов разные. Но в целом я смог выделить именно 5 классов. Штурмовик – это обычный солдат с бластером, пистолетами и гранатами. Ракетчик – солдат с гранатометом. Пилот. У пилота есть способность починки той техники, в которой он находится. Так что, если вы хотите полетать на истребителях или поездить на танках, то рекомендую взять именно его. Есть еще снайпер и реактивный боец, обладатель легкого гранатомета и джетпака, благодаря которому является, на мой взгляд, самым мобильным классом. Но у сепаратистов и повстанцев нет реактивного солдата. Вместо него в рядах дроидов находятся дроидыки, а у повстанцев вуки с арбалетом и легким гранатометом. Да, в игре про масштабные битвы нет возможности поиграть за джедая или ситха, но один из адептов силы периодически сражается за вас. Было бы здорово, если бы они были у противников, но увы. Так, с картами и классами все понятно, но что там с искусственным интеллектом? А искусственный интеллект в игре в целом неплохой. Боты достаточно меткие, активно пользуются всем вооружением, и техникой, и стационарными турелями, и гранатами. И даже на средней сложности дают иногда игроку попотеть. Но тут уже есть нюанс. Помните мем со Змеем Горынычем? Так вот, это вы, это и противников, а это и союзников.
Да, за счет такого несбалансированного разброса интеллекта болванчиков и получаются ситуации, когда игрок начинает потеть. Если противники бегают и активно захватывают точки, порой даже действуя более-менее координированно. Например, они могут всей толпой пойти на одну точку или поделиться на небольшие отряды и пойти на 2 или несколько точек. Иногда даже бывает так, что пока толпой они пытаются захватить одну точку, на которой находится толпа моих союзников, и чаще всего я, небольшой отряд противников в количестве 2-3 единиц может пойти на захват точки, на которой нет сопротивления, или же оно минимально. И пока противники работают на свою победу, ваши союзники будто целенаправленно пытаются проиграть. Точки захватывать они не стремятся от слова совсем, меткость у них словно тоже страдает. В итоге всю ответственность за победу берет на себя игрок. И ладно, если бы можно было отдавать команды союзникам на выполнение той или иной задачи. Хотя бы на элементарное «вот вы идите сюда, а вы идите туда». Но нет. В игре присутствуют команды, которые действуют на союзников поблизости, в радиусе слышимости. Но из 4 предложенных команд у меня выполнялась только одна – следуйте за мной, да и то недолго. Из-за подобного поведения искусственного интеллекта союзников можно смело забыть о победе через захват всех точек. Точно, я же совершенно не сказал о вариантах одержания победы. Их тут всего 2. Захватить все точки и удержать их определенное время, либо просто перебить всех противников, чтобы у них закончились тикеты. Может, я лох какой-то, но с захватом всех точек я смог победить только один единственный раз, на Джанозисе. И то находился на волоске от поражения по тикетам. Так что теперь я понимаю весь тот ужас, через который прошли клоны в своей первой битве. Кстати, касаясь темы тикетов, всего их 200 или 250, в зависимости от фракции карты. Когда игрок умирает, то тикет теряется. Но, когда остается последний тикет у вашей команды, вы не являетесь последним выжившим. Всегда бегает один бот, из-за которого игрок не имеет шанса на победу в данном случае. Для того, чтобы играть в игру с ботами, имея какую-то глобальную цель, у игрока есть всего 2 режима – сюжет и галактическое сражение. Если же вам просто хочется побегать и пострелять, то для вас есть быстрый старт, где вы можете выбрать нужные вам карты и играть с ротацией между ними. Если вы решили пройти сюжет, то игра вас просто погоняет по всем картам в хронологической последовательности. Геймплей прохождения сюжета ничем не отличается от игр в быстром старте. Лишь в 2 миссиях была цель, которую игрок должен выполнить помимо уничтожения противников или захвата точек. И то, я не уверен, что их обязательно выполнять и нельзя достигнуть победы, захватив все точки или уничтожив всех противников. Однако в сюжете перед каждой миссией есть вставки из фильмов. Да, в низком разрешении, но что вы хотели? 2004 год все-таки. Но все равно чувство ностальгии в эти моменты просыпается. Помимо сюжета есть галактические сражения, но мне сложно назвать этот режим интересным. В данном режиме вам просто нужно захватывать планеты, повышая свое превосходство в галактике, до полного истребления власти соперника. Да, в зависимости от фракции вы начинаете с разным раскладом, хотя в любом случае, если вы начали не за клонов, то у вас всего одна планета. С захватом планет вы получаете возможность выбрать бонус к следующей битве. За вашу сторону будет сражаться адепт силы, самолечение у солдат, поврежденная техника соперника и ряд других плюшек. И режим был бы интересным, если бы не только игрок нападал на планеты под контролем бота, но и бот нападал на планеты под контролем игрока. Из-за полной пассивности искусственного интеллекта, который разве что доступный себе бонус для боя выбирает, играть в режим становится неинтересным. С таким же успехом можно просто запустить быструю игру. Прошла ли игра проверку времени? Мне кажется, что нет. На фоне того, что есть вторая часть, где все то же самое, но только в разы лучше и больше, в первую часть возвращаться не хочется, и я совершенно не жалею, что пропустил ее в свое время. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До встречи в новых видеороликах.